с того, что мы уже прилетели в Вену. Всем Итак. привет, наши подписчики! Мы сегодня в Вене. Вчера прилетели в Вену в 8 утра. Мы купили зонтик. Направо. Как вы видите, здесь очень дождливо сегодня. Херачит дождь. Мы очень даже сильно. думали, Миш, я просто не под зонтиком, посмотри. Мы даже думали, что мы не будем записывать сегодня влог, и отложим его на другие дни, Но потому нет. что сегодня Я сказал, плохая что... погода. Ты перестань меня перебивать. Я сказал, что подписчикам важно видеть все. Так, вышли мы сюда. Мы пришли в Димель. Это классическое венское кафе. Будем кушать штрудель и еще что-нибудь венское. И взяли штрудель, кофе, чизкейк. К штруделю, походу, еще идет сгущенная какая-то штучка. Не знаю, выбрал. А, ванильный крем там, по-моему, был. Ну что, Миш? Конечно, он хрустит поприятнее, чем у нас дома. Сейчас. Мы вышли из Димель. Мне понравился штрудель. Он был немножко не похож, ну как немножко, не похож на мой штрудель, А мы не будем в фуру запить? но очень даже вкусный, с ванильным кремом. Миша брал чизкейк, тоже такой неплохой, но мне показался он чуть-чуть суховат. Атмосфера очень прикольная, играет классическая музыка, причем довольно так громко, очень красивый интерьер. Ну, я бы советовала сходить, хотя цена, как по мне, он дороговат, но он Ребят, нет, он, он наверное, дорогой. Он, наверное, и как бы классический. Какая красота тут везде. На самом деле, что в солнечную погоду, что в пасмурную погоду, очень красиво выглядит. Мы эвакуируемся, потому что у нас пожар. Не у нас, а в доме. Вот так вот. Мы забрали документы и выходим. Вот и наши гости. Добрый вечер. Да чтобы нам не было скучно. У нас сегодня пасмурно, дождливо. Целую ночь шел дождь. Сегодня 5 градусов. 5. Поэтому мы завтракаем. И будем идти, но пока не знаем куда. А у меня кудри. Stay updated, как говорится. Мы вышли из трамвая. У нас не получается покупать билетики, поэтому мы уже второй день ездим зайцем. Вчера мы купили один билетик, у нас получилось купить. Вот. А второй раз, когда мы ехали обратно, у нас уже не получилось купить ни одного. Поэтому мы хотим купить проездной какой-нибудь, скажем, вам выгоднее ли это и как его купить, потому что мы уже спросили, как это можно сделать. И тут такое красивое здание. На самом деле архитектура очень прикольная, очень красиво. Везде такие вот, например, дом, кажется, просто дом, а такие красивые колонны и резьба какая-то. Очень интересно, атмосферно, и даже вот дождь придает какой-то интересный такой вайб. Тут мы взяли кофе и круассан. Так, итак, стоит ли это того? Хороший кофе. Нормальный кофе. Ставим лайк. Советуем прийти за кофе и булочку. Ой, круассан пиз... Вкусно, да, я попробую? Я люблю. Прям писташковое. Очень вкусно. Иди, Мы решили, что мне нужно ремень, чтобы мои джинсы не телепались и не продолжали линять на мои кроссовки. Но, к сожалению, это не спасло меня. Вида Альбертина. Тут вроде проводятся выставки. И там писала Винсент Ван Гог. Еще всякие разные интересные имена. Альбертина принадлежала
Альберту Саксентышенскому. И интересный факт, что его жена, Какому дочка Альбер- Марии, Какой Альберт дочка Марии Саксеншин? Терези, дочка Марии Терези была единственной, кому разрешили выйти замуж по любви, а не по расчету. Вот так вот. Только по любви. Так интересно, что здесь везде поют птички. Их очень сильно слышно, такое ощущение. Мы даже думали, что здесь, знаете, вот в фонарях иногда стоят колонки. И вот мы думали, что тут есть такие колонки, но нет, мы увидели этих птичек, как они поют. Это Бургаттен. Это, оказывается, не дворец сам. Он занесен в ЮНЕСКО. Так что вот так вот, такая красота. Пойдем? Ребятишки, Бургартен. Великий замок. Нет, Дворца это сад, крестовых это походов. сад императорской семьи. И теперь он принадлежит нам Смотри, что всем. за куропатки или то утки? То утки? Такая красивая архитектура, я прям в восторге. Тебе нравится? Мало. Подожди, тебе нравится? Мало. Сколько ставишь? Ставлю 3 из 3 из 10. 10, почему? Потому что деньги не дают. Сделай так, чтобы это было у меня на ладошке. Эти деревья. Есть. Эти штучки мне напоминают трюфельные конфетки. Мы вышли с этого сада, называется тут рядом опера, напротив оперы есть такой вот ресторан с таким вот видом. Я его отмечу, чтобы вы могли посетить его вместе с видом на оперу. Спасибо. Гуляли по парку, замерзли страшно. И решили зайти сюда. Я бы не сказала, что мы сильно замерзли. Замерзли сильно, зашли в ресторанчик. Не знаю, когда мы придем в Зару в следующий раз. Поэтому смотрим все. Даже всякую фигню. Проебались. Мы два лоха. Мы что-то не подумали, что воскресенье, многие магазины не работают. И, допустим, завтра получается воскресенье, и мы не знаем даже, чем нам заняться особо. Класс. Лишний раз показать собор, это всегда приветствуется. Знаете, когда он был построен? А он был построен в 12 веке. А между прочим, он не всегда был такой. Вот такой вот вид он приобрел только в 15 веке. А до этого? До этого был какой-то другой, видимо. Вот это сердце готического искусства Вены. Внутри саркофаги Гамсбургов? Гамбургер. Да. Гамбург. Гамбургеров. Вы думали, что я хочу это? Я хочу. Я протупила, не сняла сразу, но вот такие вот дороги в Вене. Гуляем, дошли до таких вот часов. Я, по-моему, читала, что тут 12 фигур, и со временем они вот это двигаются и меняются. Возможно, оно действительно так медленно двигается. Но это нужно, наверное, прийти, посмотреть в другое время, другую фигуру. Пришли, дошли. Я не знаю, что это. Ну, это дворец. Очень красиво. Сейчас скажу, что это. Думали, что это достопримечательность? Нет. Это палац Кобург Резиденс отель какой-то. Вот кто-то оттяпал себе какое-то историческое здание под такой отель. Прикинь, сколько стоит там одна ночь? Я боюсь себе представить. Сейчас будет обзор. Шоколадки. Такие купили мы проездные, потому что мы зашли в какую-то жопень очень далеко. И пришлось возвращаться домой и уже решили все-таки купить билеты по-человечески. Вышло нам это по 20 евро на человека. 7 дней можно кататься. Я вам обещала обзор на шоколадку. Так, вот такая вот шоколадочка у нас. И здесь на 100 грамм 563 калории. Здесь 150 грамм. Как вы думаете, за сколько я ее съем? Выглядит. Давайте ее распакуем. Она не сильно толстая. Вот получится так, как они делают. Потому что здесь тут надо отдельную штуку брать и разламывать ее. Давай.
Итак. Я тебе хочу сказать, что это тоже очень вкусно. Доброе утро. Мы идем на остановочку. Мы уже зайцем ехать не будем, так как вчера вечером все купили. Все у нас будет хорошо. Вот, мы будем ехать на новом трамвае, на 5-м, на 5-очке. Теперь мы будем ехать. И ехать мы будем в другую сторону, потому что у нас сегодня новый маршрут. Стой, развернись. Ну что? Нормально, сфоткай меня. Пришли за кофейком. Да. Кофеечек. Мы взяли кофеечек, круассан, булочку. И сейчас будем сравнивать этот круассан и вчерашний круассан. Настоящая булочка. Ну что? Бомби его. Кардамоновая булочка. Боже, я не мечтала с Канады, если честно. Ну, такое красивое заведение. Называется Фрея. Ну, может, оно по-другому называется, но для меня это Фрея. Тут круассаны. Прикольно. Очень вкусно. Мне понравилось. Ставлю лайк. Советуем. Советуем? Советуем пойти или не советуем? Пойти. Миша просто в шоке с машин в такси. Потому что Тут здесь хорошие машины. такси. Я не буду это вставлять, потому что матюкаешься. Давай заново, не матюкайся. Тут с ума сойти, какие дорогие машины в такси ездят. По 100 тысяч евро вообще спокойно. Мне очень нравится, что у них производство прям, ну, видно. То есть тут во многих заведениях стоит как бы окно, и видно кухню и все остальное. Вот так вот. Не знаю, тут перед этим какая-то стройка, поэтому снимаю с этого ракурса вам. Очень красиво, прикольно. Идем по такой какой-то прелестной улочке. Очень красиво. Что в эту сторону? Что в ту сторону? Что в бок? Быстрее, мы на красный. Что в другой бок? Красотища какая! В воскресенье эта церковь работает до часа. Так что нам очень повезло, что мы успели. Очень красиво, симпатичненько. Напоминает Кёльне, но мне кажется, они все похожи. Так что собор Святого Стефана — это не единственное место, куда можно сходить и посмотреть, как красиво. Тут есть очень много других еще мест, которые обязательно нужно не пропустить. Теперь вот церковь, и мы справа видим вот тут как это называется? Шпили-швили. Шпиль? Шпили-швили. Шпиль же называется? Шпиль. И мы идем туда. Шпек. Это какая-то там А площадь ты знаешь, тоже. что такое шпек? Ратуша, но, к сожалению, тут что-то они тут все убирают. Вот, красиво. И тут театр сразу. То есть, если вы тут будете, то, в принципе, от того кафе вы можете пройтись и увидеть много-много красивой архитектуры. Извиняюсь, если я что-то неправильно называю, но вроде бы возле Хофбурга. И вообще все эти названия я могу неправильно называть. Хогвартс. Хофбург. Хогвартс. Хогвартс. Вот. Мы идем, уперлись в него и идем направо, поворачиваем через вот такие вот арки красивые. Будем проходить, потому что хотим увидеть, как выглядит дворец правосудия, чтобы пойти туда на следующий день, потому что там внутри очень красиво. Так, площадь Марии Терезии. Где-то здесь, я так понимаю, вот, квартал музеев, если я не ошибаюсь. Музеум Сквортер, видишь? Тут несколько музеев. Вот это музей истории. Точно так же, если я не ошибаюсь. Справа от памятника у нас находится музей истории. Как раз можно пойти и узнать что-то новое для себя. Залы, конечно, здесь просто шикарные. Да, тут всякая живность.
Миша с самой большой черепахой. Ever. Пойдем. Что тут еще есть? Ну, короче, залы, конечно, красивые, центральный зал, ну и вообще залы красивые. Но если сравнивать, то получается, что за 18 евро ты можешь пойти как в исторический музей, так и в этот музей. И типа, если сравнивать, то лучше по-любому, мне кажется, исторический музей. С названиями, конечно, у них непонятно ничего. Ну ладно. Короче, я так понимаю, что вот этот слева это исторический музей. Просто мы пошли не в ту сторону. Босано какие-то. Короче, этот музей тоже открыт в воскресенье. Ну, по крайней мере, нам написано, что он открыт, и люди заходят. Нам сказали, что он закрыт на другой кассе. Короче, это, блядь, не тот. Это какой-то еще есть третий музей у тех. Точнее, у тех второй. Это исторический, то природнический, а у природнического есть Еще есть исторический. натухун какой-то. Не Ясно. факт, что то... В общем, если вдруг вы будете в Вене, то знаете, что лучше не идите в тот музей, идите в музей, вот этот Кунт, ля-ля-ля-ля, музей он исторический. Потому что там всякие картины, там всякие короны, все такое, про историю, интересно. Вот, а там, собственно говоря, то, что мы вам покажем. Пришли мы к парламенту. Вот такое вот красивое здание. Прикиньте, каждый день на работу туда ходить. А ну там работают люди, да? Я в шоке. Могли бы и мы работать. Мы оделись и едем в парк. Гарный такой парк. Но сначала мы, конечно, зайдем за булочкой. Куда? В кофейню. Эля, мы пришли. Пришли мы в кафешку. Пока вот она выглядит. На улице ветер, но очень-очень тепло. Там уже расцвели цветочки на деревьях. Тут, короче, вообще уже теплота. Мы вышли и прям лето почувствовали. У нас такая погода будет реально летом. Вот так вот тут. Прикольно очень. Высокие потолки, я такое люблю. Беленько, симпатичненько. Взяли кофе, круассанчик, еще что-то Миша взял. Будем наслаждаться утром, потому что пойдем в парк и планируем много сильно гулять по парку. В воскресенье ничего не работает, так что строите планы заранее. Покупать еду тоже лучше заранее, потому что работает буквально пару магазинов. В основном это, я так понимаю, Билла. И да. Просто увидели сейчас. Уже цветут цветочки всякие. И мы пришли в парк. Стад-парк, как это называется. Мы пришли сюда, и тут уже все зеленое. Я тут уже гуляла, но было не такое зеленое все. Да ты тут долго сидела? Да, я тут долго сидела, там вот там прудик. Так, мы пришли. Вот, пожалуйста. Это чёрч какая-то. Сходили в церковь, постояли, пришли в парк. Вот так выглядит вход. Будем гулять, показывать вам, как красиво здесь. Когда лето, наверное, здесь вообще красиво. Вот эти фонтанчики наполняются. Там фонтанчики. Во-первых, вышло солнце, и оно греет. А во-вторых, успокоился ветер. И в-третьих, мы нашли фонтан. Вот такой вот фонтанейра. Там вот слева лучше не идти, потому что ветер все равно чуть-чуть поддувает. И там все мокрое. Но тут приколдесно. Так, мы пришли покушать в Лашутас Невер Маркет какой-то. Миша взял шницель, я взяла ризотто.
свой вердикт мы вам скажем. Так, рассказываем. Мы брали ризотто и шницель. Попить там, вот. Мне понравилось ризотто, но вкусненькое было. Тебе? Да, было хорошо. Приятно там сидеть на солнышке, вот ты сидишь там. Хорошо себя чувствуешь. Магазины закрыты все в воскресенье. На самом деле так очень спокойно, да? Вышли мы через... Вышли мы круто, Короче, расскажу как-то вам одну вышли вещь. сюда, в этот Это сад. Настюха хочет тут жить. Подожди. На меня, пожалуйста. Сегодня такая хорошая погода, сегодня так много людей там сидит, вот там. Там людей сидит много. Ой, Очень да красиво, что ж очень такое, тепло. ёлки-да-палки. И все цветет, и так приятно, все такое зелененькое. Мы приехали, еще было Хочется не тут зелененькое. Хочется тут жить, остаться и нашли какую-то площадь. Вот тут вот можно сесть, прямо возле этих колонн, вот тут вот сидят люди, и очень хорошо там пригревают солнышко. Там приятно вот так вот сесть. Мы сидели, наверное, полчаса где-то. Просто садишься и очень прикольно себя чувствуешь. В общем, мы чуть-чуть переобулись, переоделись. Миша здесь оделся, и мы уснули. Мы просто вырубились на 50 минуточек. Мы просто пришли и вырубились на 50 минуточек. Там уже закат. И тут очень-очень приятный сейчас температура тела, температура воздуха, всего. Очень приятно, Воздух да? охеренный, но спать хочется тоже. Так, Очень прилично. да. Ну, я просто встаю в 6 утра, каждое утро, уже больше, чем неделю. Мы идем за тортиком. И идем за тортиком в Захер. И хотим послушать птичку, чтобы мы попали. А ну, держи просто. Это там она. Мы дошли до Захера. Захер же называется. Так вот красиво. Миш, улыбнись, пожалуйста. Так, это яблочный штрудель и Захер. Чаек. Потеряла Мишу, он пошел в магазин в этот. И тут такая красивая инсталляция. Очень красиво. Абсолютно. Абсолютно. Звон колоколов. Так громко звенит. Вот. Так что да, пока мы здесь были, уже и магнолии расцвели. Мы нашли какие-то джунгля. Ой, прикольно, это кафешка какая-то здесь. Так я не знаю, я много раз фотографировала коней, но снимать я не помню, я снимала или нет. Но коней дофига. Миша уже злится, что я их постоянно фотографирую. А мне нравится. Нравится. Так, пришли мы в Дюмель, в магазин, посмотреть, что здесь есть. Ну, тут все сладкое, наверное. Тут более щедро поливают. Я довольная, я поевшая, я сытая, мы идем в лифт искать. Мы идем искать лифт. Какой-то мега старый лифт. Его хочет найти Миша. Мы там уже были. Там были закрыты двери, потому что это, я так понимаю, просто обычный дом. Вот. Поэтому мы сейчас пойдем испробуем судьбу. Сегодня все нам впереди ходят, короче. И мы не можем нормально ходить. Класс. Нам еще и дали возможность пойти. Вот и лифт. Да, просто заходишь. Заходи. Сейчас. Заходи туда. Заходи. Боишься? А боишься? Давай. Ладно, заходи. Я тебя для влога снимаю. Давай. Ой, ё-моё. Стрёмно.
Куда ж ты уедешь, интересно? Пока. Такой вот старючий какой-то лифт. Как тебе? Нормально, жаль, что не засняла. Я запуталась в кнопках. Я побоялась. Боялась ехать, он такой старый, хотя там мужик ехал. Этот лифт работает только для жильцов дома. Но кто мы такие, чтобы не попробовать, правильно? Правильно. Что мы сделали, так это мы купили крем в баре Кампари. Очень вкусный крем для рук нам понравился. И это оказалось Зеленский. Мы поэтому сходили и купили его. Так, мы идем вон в тот красненький магазин чая. Если вы не хотите вести или не пьете, не хотите вести или не пьете кофе, венский кофе, то можно привезти чай. Очень вкусно тут пахнет. Скажи, очень вкусно пахнет. Очень вкусные у них чаи, прям очень советую, не только обращать внимание на кофе, а еще и на чай, потому что выбор очень большой и запахи просто невероятные. Вау. Скажи. В общем, очень мне понравились. Мы взяли несколько чаев, и мне кажется, что мы будем в восторге. Очень мне нравилось в этом месте слушать птичек, потому что рядом находится парк, и вообще там, где есть деревья, везде поют птички. Поэтому очень советую, если вы будете, по крайней мере, в Вене точно, то обязательно сходить куда-нибудь в парк, сесть, заземлиться, успокоиться и послушать пение птиц. Мне, если честно, очень понравилась Вена. Очень красивый город, очень красивая архитектура. Все мне очень понравилось. Единственное, что мне не очень понравилось, это музей натуроисторический какой-то, в который мы пошли. А так, в принципе, мы просто ожидали пойти в другой музей. Возможно, если ты идешь целенаправленно в вот этот вот, тогда все ок. А так мне понравилось все. Еда, люди не были какими-то странными или злыми, и немецкий даже здесь какой-то, как-то он звучит мягче. Короче, я не знаю, мне очень понравилось. Я не ожидала от Вены настолько приятных эмоций, как получила. И вот так вот. Еще очень классный магазин. Хенри Виллен какой-то. Вкусный? Мы берем сыр с трюфелем и пекарина трюфельные крекеры. Тут все можно попробовать, абсолютно все на выбор есть. И есть еще какие-то винная икра. Очень интересно. Я такой не пробовала, а ты? Мы пришли в Варцель Камень. Вроде так называется. Мы уже второй раз здесь. Мы были здесь первый день. Это был наш первый ресторан, который мы зашли. И мы решили напоследок тоже заехать сюда. Вот, мы взяли, первый раз мы брали пиво, в этот раз мы взяли по винишку. Вот. Также я взяла шницель, а Миша взял... А что ты взял? Шницель. Ты не шницель взял? В тот раз? В этот раз. А я не знаю, что я взял. А в этот раз Миша взял как-то мясо. Итого, это моя еда. Potato salad. Да. И это Мишина еда. Такие красивые коробочки с чем-то. Это сладости. Тут тоже много всякого вкусного. Мы взяли шоколадки. И мы пошли. Все. Пока, Вена. Очень расцвела красиво. Вот, летим домой. Перелет тяжелый. Но мы в основном успеем, потому что мы очень мало спали. Прилетели в Монреаль, а здесь нет ни хрена в аэропорту. Нам тут 6 часов. Так что всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь и до новых влогов.